Всем привет! Собаки, несомненно, являются нашими верными друзьями из мира животных. Но что толкает их на поступки, которые даже людям тяжело оценить, поскольку они способны пожертвовать своей жизнью ради спасения своего хозяина, но что еще страннее – жизни посторонних людей. Но это не может радовать владельцев собак и обычных прохожих, хотя тут есть и обратная сторона медали, которую люди обычно не хотят показывать. Новость от 17 октября 2017 года о Тайсоне, полуторамесячной собаке, которая набросилась на банду, состоящую из 12 вооруженных грабителей, напавших на его 58-летнего хозяина в Дели, дает еще один пример легендарной верности и преданности собак. Несмотря на то, что в него трижды стреляли, Тайсон боролся до тех пор, пока сын жертвы и соседи не бросились на помощь и не задержали троих грабителей. Тайсона отвезли к ветеринару, и он выжил. Можно привести многочисленные примеры собак, которые набрасываются, чтобы защитить людей. В июне 2014 года Сако, 4-летняя королевская овчарка, сражалась с койотами в Британской Колумбии в Канаде, чтобы защитить подростка, который был обездвижен в результате автомобильной аварии. Основным фактором является инстинкт защиты, который проявляется даже тогда, когда не ведутся агрессивные действия. 25 мая 1996 года в ежедневной индийской газете на главной странице был опубликован доклад Пинаки про 3 уличные собаки, охранявших новорожденного ребенка, которого мать бросила вблизи мусорного ведра в Калькутте. Фотография была опубликована вместе с докладом, и на ней видно, как 3 собаки сидят возле ребенка и защищают его. После местные взяли малыша и доставили в местный полицейский участок. Собаки, которые не ели ничего с ночи 23 мая, просидели там 2 суток, пока ребенок не был помещен в автомобиль и не отвезен в участок. Затем они медленно пошли в ближайшие окрестности по своим делам. В аналогичном случае возле города Тумкур в штате Карнатака 3 деревенские собаки спасли жизнь новорожденного младенца, оставленного незамужней матерью в лесном заповеднике. Согласно отчету, опубликованному в New Indian Express 10 марта 2007 года, 3 собаки последовали за матерью в лес и остались на охране ребенка, даже после того, как женщина вернулась домой одна. Утром следующего дня на их лай обратил внимание человек, который шел в лес для сбора тамаринда, индийского финика. Он принес ребенка обратно в деревню и вернул его матери, которую он все-таки смог найти. Жители деревни оценили поступок собак и решили помочь женщине выйти замуж за мужчину, который сделал ее беременной, но отказался жениться на ней. Однако не все подобные случаи заканчиваются хорошо. Во многих случаях собаки погибали. В частности, в июле 2016 года домашний доберман боролся с 4 кобрами, убив их всех в кровавой бойне в деревне Адиша в округе Гаджабати, чтобы спасти 8 членов одной семьи. Вскоре после этого он умер от яда, который попал в его кровь. Эти змеи поздно вечером пытались проникнуть в жилище, на входе которого и встретила их собака. Я в шоке, он сделал великую жертву для меня и моей семьи. Я буду помнить его до самой смерти. Я молю Бога, пусть его душа покоится в мире, сказал эмоционально подавленный хозяин собаки. Жители деревни возложили венки из цветов к телу убитой собаки и провели похоронную процессию, после похоронили ее. Еще один знаковый и трагический инцидент произошел 18 февраля 2020 года в Таиланде, когда собака, у которой было 10 детенышей в животе, помешала рептилии войти в дом ее владельцев и подверглась нападению со стороны ядовитой змеи. Хорм, 2-летняя сучка, которая была на последней стадии беременности, была найдена безжизненной рядом с трупом рептилии, длиной более метра у входа перед домом. Владелец питомца, Сурион, поделился печальным фактом в своем аккаунте в социальных сетях. «Это большая потеря. Хорм была частью моей семьи», – печально написал мужчина. Он также сообщил, что, к сожалению, детеныша нельзя было спасти, и что укусы на голове собаки убили ее за считанные секунды. Последних 2 случая стоит правильно трактовать, вернее понимать всю цепочку событий, которые привели к смерти питомца.
По всей видимости, змеи не стремились проникнуть в жилище с целью убить людей. Да, они хотели попасть туда, но лишь спрятаться от собак, заметивших их, или поохотиться на мышей или крыс. Но собаки, как истинные сторожа, не пропустили и, скорее всего, атаковали змей, что и вынудило рептилий защищаться и смертельно укусить их. Собакам надо было лишь прогнать их, не нападать, но, к сожалению, они этого не понимали. Но тем не менее, это были геройские поступки, достойные уважения. Животные не только способны проявлять эмоции, но могут быть невероятно добры друг к другу. В статье New York Times от 8 марта 2007 года Николас Уэйт приводит случаи поведения животных, которые, согласно приматологу Франц де Ваулу, являются прекурсорами человеческой морали. Уэйт пишет, некоторые животные являются удивительно чувствительными к судьбе других. Шимпанзе, которые не умели плавать, тонули во рвах зоопарков, пытаясь спасти других животных. Учитывая возможность получить пищу, потянув за цепочку, которая доставит шок ее товарищу, макаки будут голодать несколько дней. Иногда животные более человечны и сострадательны, чем мы, и в этом мы можем поучиться даже у них. Мы привели лишь несколько случаев, когда собаки спасали и даже жертвовали собой ради человеческой жизни. С остальными вы сможете ознакомиться на нашем сайте, ссылки в описании. Подписывайтесь на канал и ждите следующих роликов. Всем пока!